Я в своих роликах очень часто говорю о клетчатке. И казалось бы, вот что про что, но большинство моих зрителей знают и понимают пользы клетчатки для нашего организма. Но я, признаюсь, очень удивлен, так как под роликами я читаю комментарии людей, которые с полной уверенностью утверждают, якобы клетчатка чуть ли не отрава для кишечника. Недавно я постил ролик о печени в формате 30 главных вопросов о жировом гепатозе, который вам понравился. И этот ролик набрал более 500 тысяч просмотров. Поэтому сегодня я отвечу на главные вопросы о клетчатке и поставим точку в этом вопросе. Обещаю, будет очень интересно и полезно. Но и от вас кое-что требуется. Очень важно, чтобы вы реагировали на этот ролик, ставили лайки, писали комментарии и делились со своими друзьями. Если вы этого не будете делать, алгоритмы YouTube думает, что ролик неинтересен и не рекомендует другим зрителям. Ролик я поделил на блоки, чтобы вам было удобно смотреть. Первый блок – это общий вопрос. Первый вопрос. Что такое клетчатка с точки зрения биохимии? Клетчатка или пищевые волокна, или по-другому их еще называют балластные вещества, являются компонентами растительной пищи, которые не перевариваются ферментами нашего организма. Но при этом они перерабатываются бактериями нашей кишечной микрофлоры. Наш организм не может клетчатку преобразовать в энергию, но получить выгоду для себя может. Второй вопрос. Почему клетчатку называют пищей для микробиома? Не вся клетчатка может стать пищей для нашего микробиома. Клетчатка бывает ферментируемая и неферментируемая. Пищей для нашего микробиома может стать только ферментируемая клетчатка. То есть эта клетчатка подвергается переработке бактериями кишечной микрофлоры и ферментируется этими бактериями. И поэтому она становится пищей для нашего микробиома. И в ответ на это, на переработку этой клетчатки, наши бактерии кишечной микрофлоры начинают вырабатывать полезные вещества, короткоцепочные жирные кислоты, которые участвуют в регуляции всех наших систем, начиная от иммунной, заканчивая нервной системой. Также ферментируемая клетчатка создает благоприятные условия для размножения полезной бактерий нашей кишечной микрофлоры. И она является пребиотиком. Чем клетчатка отличается от углеводов? Ведь и то, и другое сахара. Клетчатка – это и есть углевод, так как является компонентом растительной пищи. Но, во-первых, наш организм переваривая клетчатку, то есть она не может переварить клетчатку, это те структуры растительной пищи, которые не подвергаются нашей ферментации и не может наш организм переварить. Значит, из клетчатки наш организм не может взять энергию. Во-вторых, так как клетчатка не усваивается нашим желудочно-кишечным трактом, то клетчатка не может повышать уровни глюкозы в крови. И в-третьих, клетчатка нам не дает энергию, не повышает уровень сахара. Она нужна только для того, чтобы подвергаться переработке нашими бактериями нашей кишечной микрофлоры. То есть, проще говоря, клетчатка нужна нам только для того, чтобы питать, создавать благоприятные условия для размножения нашему микробиому. Поймите, вот у нас есть множество разных жителей, которые живут в нашем кишечнике, которые имеют огромное количество генетической информации, больше, чем у нас, в сотни раз. Но они нам нужны, и мы должны их питать, чтобы получать от них выгоду. Четвертый вопрос. Можно ли с помощью клетчатки реально улучшить обмен веществ и снизить воспаление в организме? Да, конечно. Но здесь опять же вопрос с подвохом. С помощью клетчатки напрямую невозможно это сделать. То есть клетчатка и снижение воспаления нету прямой зависимости. И клетчатка и улучшение обмена веществ тоже нет прямой зависимости. Так как мы уже говорили, клетчатка является кормом для нашего микробиома, размножая полезные бактерии в нашей кишечной микрофлоре, мы от них получаем выгоду. Наша кишечная микрофлора начинает вырабатывать полезные вещества, которые нужны для всех систем нашего организма. Улучшается иммунная система, улучшаются обменные процессы, улучшается работа нервной системы, очищается лимфа, кровь и так далее. Все. Вот почему нужна клетчатка. И когда у нас
хорошая, активная кишечная микрофлора, работающая, она препятствует всасыванию всяких балластных веществ, тех же жиров, углеводов, сахаров и так далее. Перед тем, как продолжить, небольшой анонс. Я запускаю следующий поток курса интервального питания, в котором я рассказываю, как сбалансировать свое питание, как найти свой энергетический баланс, как наладить режим питания и как создать свою индивидуальную систему питания для того, чтобы добиться своих целей. Похудеть, набрать вес, снизить плохой холестерин, улучшить чувствительность к инсулину, избавиться от преддиабета. Вы сможете проработать свои привычки. И главное, понять, что изменив питание, вы можете изменить себя. Еще одним приятным нововведением этого курса станет лекции психолога, в которых она будет рассказывать о психологических факторах, связанных с питанием. И этот поток интервальное питание 3.0 будет интересен даже тем, кто уже проходил ранее со мной курсы интервального питания, для того, чтобы закрепить, углубить свои знания. Вся дополнительная информация, а также записаться на курс вы можете по ссылке в первом комментарии. 5-й вопрос. Сколько клетчатки нужно человеку каждый день и как понять, что ее не хватает? Сколько нужно, я могу сказать. Мужчинам нужно 30-33 грамма клетчатки каждый день. Женщинам 28-30 грамм. Ну, в основном 30-35 грамм клетчатки каждому человеку – это достаточная норма клетчатки. Если вы будете больше употреблять, будет лучше, а не хуже. Достаточно ли вы употребляете клетчатку, понять это очень сложно. Но я могу рассказать одну ситуацию из жизни. Вот многие мои пациенты жалуются на то, что у них после обеда появляется чувство сонливости. Работать вообще неохота, просто хочется спать, все, хоть спички в глаза клади, говорят так люди, да, это я цитирую людей. Это называется постпрандиальная гипергликемия. То есть сонливость после обеда происходит из-за того, что резкий скачок повышения уровня сахара в крови. И это, в свою очередь, приводит к тому, что наш организм вырабатывает очень много инсулина. Но чтобы обуздать эти уровни глюкозы, я об этом всегда говорю. А инсулин, он расслабляет нервную систему, все и все. Вот если вы не хотите, чтобы так было, попробуйте перед тем, как есть любую еду, сначала съесть порцию овощей, большую тарелку салата или всевозможно термически обработанные овощи. Потом уже съешьте все, что вы едите. И вы заметите, что вот этой сонливости меньше становится. Потому что вот та клетчатка, которая поступает с овощами в ваш организм, начинает питать кишечную микрофлору. И кишечная микрофлора, бактерии, они активируются, и они не дадут всасываться тому сахару, который уже вы съели после овощей. Вернее, не в том объеме, сколько всасывалось раньше. 6-й вопрос. Почему в странах с высоким потреблением клетчатки меньше случаев рака кишечника? Те люди, которые питают свою кишечную микрофлору и активируют бактерии нашей кишечной микрофлоры, помогают себе, получают выгоду. И эти наши бактерии, они не дадут и не создадут условий для возникновения онкологических заболеваний в кишечнике. Они будут охранять свое место обитания и создавать условия, чтобы эти клетки, атипичные клетки, никогда не активировались. И будет все время кишечная микрофлора создавать благоприятные условия для кишечника. Все будет своевременно эвакуироваться и выталкиваться, выбрасываться. Во-вторых, скорее всего, человек, который следит за тем, сколько потребляет клетчатки и много клетчатки употребляет, он следит за общим образом жизни. У него нет хронических заболеваний, таких как сахарного диабета 2 типа, или нет просто банального метаболического синдрома, которые создают благоприятные условия для развития различных заболеваний, в том числе и раковых. Но, как всегда, я должен предупредить вас о том, что это не значит, что это стопроцентная защита от рака кишечника. Но это то, что вы можете для себя сделать. 7-й вопрос. Можно ли передозировать клетчатку и чем это грозит? Передозировать я не знаю. Я же уже сказал, что чем больше клетчатки, тем лучше. Но если вы начнете питаться только клетчаткой, наш организм не может преобразовать клетчатку в энергию.
Поэтому у вас просто не будет энергии. 8 вопрос. Сколько воды нужно пить при высоком потреблении клетчатки? Я думаю, что этот вопрос связан с тем, что потребление клетчатки может привести к запорам. Но дальше мы рассмотрим, какая клетчатка может привести к запорам, какая нет, какая клетчатка ускоряет работу кишечника, какая клетчатка замедляет. Об этом мы поговорим. Но при употреблении клетчатки или неупотреблении клетчатки человек должен выпивать 1,5-2 литра воды обязательно. 9 вопрос. Почему клетчатку нельзя резко добавлять в рацион? Люди, которые не употребляли до этого клетчатку, вдруг, услышав, что клетчатка полезна, начинают его в повышенном количестве употреблять. И это приводит к повышенному газообразованию. И повышенному газообразованию, кстати, может привести только та клетчатка, которая может стать пищей для нашего микробиома. А неферментируемая клетчатка, она не вызывает газообразования, потому что она не вызывает реакции со стороны бактерий кишечной микрофлоры. И псилиум не может вызвать газообразование. Но это не значит, что клетчатка вредит вам. Это значит, что ваш кишечный микробиом в плохом состоянии. И надо его как-то начать правильно питать. И поэтому те люди, которые до этого не уделяли этому внимания, и поняв, что клетчатка – полезное вещество, начинают употреблять, вы должны это делать постепенно, привыкая. И ваш микробиом тоже должен постепенно привыкать, и бактерии кишечной микрофлоры, полезные бактерии, должны постепенно размножаться. Есть ли разница между клетчаткой из еды и из аптечных добавок? Имеется в виду биологически активные добавки. Любой химик вам скажет «есть». Химия и биохимия – это разные вещи. Биоорганическая химия – это та химия, как вообще процессы биохимические происходят в естественных условиях, с естественными продуктами питания. В природе клетчатки отдельно от еды не существует. Это компонент растительной пищи. А вот в аптеках то, что продается в виде биологически активных добавок, это вещества, полученные химическим путем. Это клетчатка будто бы, да? И как она влияет на микробиом нашего кишечника, никто не скажет. Но если вы хотите просто поставить галочку, что я пью клетчатку и 2-3 капсулы пить каждый день, пожалуйста. В хорошем результате я сомневаюсь. Но клетчатка же содержится в естественных растительных продуктах. И там не только клетчатка, там очень много разных веществ. И углеводов, и жиров, и белков тоже. Сравните. Выпить там 3 капсулы какой-то непонятной биологически активной добавки или съесть квашеную капусту. Это приносит наслаждение, пользу. Там не только клетчатка, там еще и живые бактерии есть. Если бы клетчатка была бы компонентом какой-то пищи, недоступной для нас, или очень дорогой, да, или это было бы, как любят некоторые комментарии писать, еда миллионеров, да, но это же не так. Клетчатка – это компонент самый обычный, самой простой еды. И здесь я жду от вас уже вопросы. А псилиум – это же тоже клетчатка и тоже добавка. А вы советуете. Псилиум – это не ферментируемая клетчатка. То есть это абсорбент. Вы пьете этот порошок, заливаете водой, размешиваете, пьете. Он попадает в ротовую полость, мы глотаем, он попадает в ЖКТ. Он там ничего, никого не питает, не ферментируется. Он просто набухает, на себя абсорбирует лишний холестерин, лишние вещества и выходит в полной мере. Сколько мы выпили, столько и выходит. Второй блок – виды и функции клетчатки. Чем отличается растворимая клетчатка от нерастворимой? Растворимая клетчатка – это та клетчатка, которая растворяется в воде, образуя гель. Она замедляет пищеварение, уменьшает скорость всасывания плохого холестерина, сахаров, лишних жиров, даже белков, вообще лишних веществ. И связывает и выводит вредные вещества, в том числе лишние желчные кислоты. А нерастворимая клетчатка – это та клетчатка, которая не растворяется в воде. То есть эта клетчатка проходит в неизменном виде через желудочно-кишечный тракт. Она увеличивает объем пищевого комка, далее каловой массы, тем самым улучшает перистальтику кишечника. Я заметил, что когда говоришь про пользу клетчатки и начинаешь классификацию рассказывать, люди начинают искать
что-то для себя, конкретно одно вещество. То есть мне нужна растворимая клетчатка или мне нужна нерастворимая клетчатка. Но интересно то, что в природе нет ничего изолированного. В одном и том же продукте находится и растворимое, и нерастворимое, и ферментируемое, и неферментируемое. Разная клетчатка. Возьмем яблоко. В кожуре яблоки находится целлюлоза, которая нерастворимая клетчатка. А в мякоти пектин, которая растворимая. Поэтому, когда мы едим яблоко, яблоко является источником клетчатки. И клетчатки и растворимой, и нерастворимой. 12-й вопрос. Какая клетчатка снижает холестерин? Растворимая или нерастворимая? Снижает холестерин растворимая клетчатка. И здесь не важно, ферментируемая, не ферментируемая. Поэтому вот для снижения уровня холестерина очень хорошо подходит псилиум. Это клетчатка растворимая, гелеобразующая. Она связывает на себя излишки холестерина, излишки всяких вредных веществ в кишечнике, и все это выводит. При этом не создавая никакого дискомфорта, не приводя к газообразованию. Любая другая растворимая клетчатка, например, бета-глюканы, которые находятся во все. Это одна из самых лучших растворимых и ферментируемых клетчаток. Она тоже абсорбирует на себя излишки плохого холестерина, выводит, при этом она еще и питает бактерии кишечной микрофлоры. Почему клетчатка помогает контролировать сахар крови? Та клетчатка, которая растворимая, она, конечно, на себя связывает или абсорбирует, да, не только остатки излишки холестерина, но и излишки глюкозы, сахара. И тем самым выводит, не дает всасываться и замедляет всасывание глюкозы в кишечнике. Второй момент. Даже нерастворимая клетчатка, она ускоряет процессы пищеварения. Когда ускоряется процесс пищеварения путем увеличения пищевого комка, быстро продвигается пища по ходу кишечника, она тоже не успевает всасываться много и тоже выводится. Здесь клетчатка, сама клетчатка, и питая наш микробиом, помогает нашему организму не всасывать излишки. Но это не значит, что после клетчатки можно тортик. 14-й вопрос. В каких продуктах больше растворимой клетчатки? Естественные, если продукты взять, это, конечно, овес. Там много бета-глюканов. Второй – это бобовые. Третий – это авокадо. Четвертый – это яблоко. И пятый – это псилиум. Но здесь вы учитываете, что псилиум – это растворимая клетчатка, но не ферментируемая. То есть не может питать нашу кишечную микрофлору. 15. А где больше всего нерастворимой клетчатки? Нерастворимой клетчатки больше всего из естественных продуктов в цельнозерновых отрубях, в орехах, это семенах, например, тыквенные семена. Четвертое – это листовые зелень и овощи. Пятое – это цикорий. С нерастворимой клетчаткой дело обстоит так. Те люди, у которых есть дивертикулы в кишечнике, они должны с осторожностью принимать нерастворимую клетчатку. Можно ли получить пользу от клетчатки, не употребляя овощей, например, через семена отруби псилиум? Но через псилиум мы не сможем получить пользу, как для кишечной микрофлоры. А все остальное, конечно, можем. Учитывайте, что в овощах не только клетчатка содержится, но и биофлавоноиды. Это очень полезные вещества, лучшие антиоксиданты, которые есть в природе. И плюс они не только сами по себе как антиоксиданты, но и они участвуют в синтезе наших собственных антиоксидантов. Активность антиоксидантной системы напрямую влияет на процессы старения нашего организма. Этот вопрос чаще всего задают те люди, которые испытывают дискомфорт после сырых овощей. Но вы овощи можете сварить, приготовить, как-то термически обработать. Тогда будет меньше газов, но при этом клетчатка будет такой же. С клетчаткой ничего не случится. Если эти вещества не подвергаются переработке ферментами нашего организма, то просто термическая обработка ничего с ними не может сделать. Следующий вопрос. Говорят, что пребиотики – это тоже клетчатка. Правда ли это? Да, но это химически приготовленные клетчатка. Клетчатка вообще, о которой мы говорим сейчас, да, это и есть пребиотики. И пребиотики, которые продаются на полках аптек,
это тоже клетчатка. Но они по-разному могут действовать на нашу кишечную микрофлору. Но если вопрос стоит в выборе, то, конечно, клетчатка из естественных продуктов. 18-й вопрос – это для тех, кто уже запутался. Ферментируемые, неферментируемые, растворимые, нерастворимые. Какую клетчатку употреблять и какая разница? Ферментируемая клетчатка является кормом для бактерий нашей кишечной микрофлоры, неферментируемой не является. То есть на эту клетчатку наши бактерии никак не реагируют. Если не реагирует, значит не вырабатывает полезные вещества, не размножается. И эта клетчатка не создает благоприятные условия для размножения полезных бактерий. Растворимая, мы уже сказали, растворяется в воде. И она замедляет пищеварение, но при этом может на себя абсорбировать, связывать. А нерастворимая, она не растворяется в воде, не растворяется в нашем желудочно-кишечном тракте. То есть проходит весь желудочно-кишечный тракт в неизменном виде. Но при этом они такие, как кусочки твердых частиц, они увеличивают объем пищевого комка. Вот когда увеличивается объем, она дает реакцию со стороны стенок желудочно-кишечного тракта. То есть перистальтика начинает включаться. Она не только создает объем, а создает раздражение на слизистой кишечника. Кишечник в ответ вырабатывает много слизи, и эта слизь улучшает перистальтику, то есть быстро продвигает пищу. Тем самым она ускоряет пищеварение. 19-й вопрос. Есть ли связь между клетчаткой и профилактикой диабета? Конечно, есть. Как мы уже говорили, когда мы употребляем растворимую клетчатку, то пищеварение замедляется. Но при этом растворимая клетчатка, она начинает абсорбировать на себя все излишки, в том числе лишние сахара, что препятствует резкому скачку уровня сахара в крови. А если будет резкий скачок, конечно, резкий выброс большого количества инсулина будет. А инсулин обратно вызовет повышенный аппетит. Мы эту связь уже знаем. Поэтому вот когда мы употребляем клетчатку, особенно до еды, до того, как съесть главное блюдо, мы замедляем и препятствуем всасыванию многих веществ. И следующий блок – практика питания. Как набрать 30 грамм клетчатки в день? Наш завтрак должен включать, по нашим правилам правильного питания, жиры, в том числе и насыщенные жиры, животные жиры, плюс сложные углеводы. Почему эти продукты? Потому что у нас целый день впереди. В сложных углеводах много клетчатки. Например, мы съели овсяную кашу. Овес содержит 10 грамм клетчатки на 100 грамм продуктов. Например, 100 грамм овсяной каши уже 10 грамм клетчатки вы съели. К этому еще добавьте авокадо, которые вы нарезали на цельнозерновой хлеб. Уже где-то граммов 14-15 мы за завтраком набрали. Обед. Большая тарелка салат. 100 грамм овощей, 2-3 грамма клетчатки. А мы должны съесть как минимум 300 грамм овощей. Вот большая тарелка салата. Мы съели еще 10 грамм клетчатки. И за ужином мы едим овощи термически обработанные, вареные, тушеные, на гриле приготовленные. Те оставшиеся 5 грамм там уже будет. Но, конечно, вы должны понимать, что вся растительная еда в той или степени содержит клетчатку. И поэтому я и говорю, что мы должны добавлять в свой рацион питания побольше растений, растительной еды. Но если вы как-то не доели, в один день набрали 23 грамма, второй день 35, другой день 30, в естественной жизни так и на самом деле происходит. Это нормально. И мы говорим, что в день примерно мы съедаем 30 грамм клетчатки. Но я знаю, что те люди, которые следят за своим питанием, они едят намного больше, чем 30 грамм клетчатки. Следующий вопрос. Можно ли совмещать клетчатку с кето-диетой? Можно, конечно, но если вы совместите клетчатку с кето-диетой, это уже не кето-диета. Есть такое правило питания с точки зрения тибетской медицины. И сейчас доказательная медицина об этом говорит. Жиры могут быть вредными для нашего организма только в том случае, когда жиры употребляются на высокоуглеводном питании. То есть мы едим и жиры, и углеводы в больших количествах. И поэтому я, когда советую людям интервальное питание, я всегда говорю, не нужно мясо или рыбу, или там куриную ножку заправлять гарнирами разными, цельнозерновыми даже, да, бобовыми и так далее. Потому что калории, во-первых, улетают вверх. Во-вторых,
вот это углеводы с жирами, белками животными очень плохо переваривается. Вообще мы питаемся для того, чтобы эти субстраты, жиры, белки, углеводы, дали нам энергию. А энергию, как мы уже начали говорить, нам дает митохондрии. Это внутриклеточные маленькие органеллы. Вот вообще вы замечаете, мы начали с питания, да, с жиров, углеводов и белков, как нужно питаться, с простого. Потом потихоньку начали говорить про клетчатку. Вот потом мы уже начинаем про митохондрии, уже про биохимию в нашем организме. Более сложные вещи начинаем обсуждать. И так будем усложнять и постепенно будем познавать себя и как работает наш организм. Поэтому те люди, которые смотрят мои ролики изначально, они меня понимают сразу. Как мой дедушка всегда говорил, если ты учишься в 1 классе, ты не сможешь переварить информацию 3 класса. А когда мы находимся на низкоуглеводной диете, жиры и белки употребляем и при этом клетчатку туда добавляем, то наши митохондрии используют в качестве субстрата жирные кислоты, жиры. А когда митохондрии используют только жиры, оксидативный стресс минимальный. То есть свободные радикалы образуются очень мало. А вот когда мы жиры используем на высокоуглеводном питании, тогда к митохондрии приходится использовать и углеводы, и жиры в качестве субстрата. И тогда у митохондрии появляются проблемы. В митохондриях начинает образовываться большое количество агрессивного кислорода. То есть образуется оксидативный стресс. Вот люди не понимают, стресс чего? Стресс клетки. Все наши клетки по одному начинают испытывать оксидативный стресс. В основном, конечно, те клетки, которые на данный момент используют субстраты. То есть клетки мышц, например, клетки мозга, если мы работаем умственным трудом, заняты сейчас. Из-за этого клетки начинают разрушаться, портиться, ломаться и так далее.